Привет, друзья! Вторая волна пандемии COVID-19 сейчас в самом разгаре. На сегодня объявлены, по-моему, рекордные цифры по стране, свыше 17 тысяч заболевших. Многие знакомые люди сейчас действительно болеют, и многие, наверное, еще будут болеть. Поэтому я решил рассказать вам свою историю болезни COVID-19. Мы всей семьей переболели еще в июне 2020 года, как раз в тот момент, когда начался определенный спад первой волны пандемии и когда начали отменять ограничения, вот в этот момент как раз моя супруга где-то и сумела подцепить COVID-19 и, соответственно, заразила меня, всех наших детей. Да еще вдобавок мы так неудачно поехали в это время с детьми к бабушке, что там заразили еще 6 человек, и вот в короткий период времени меня переболело 11 ближайших родственников COVID-19. К счастью, все переболели достаточно легко, обошлось без каких-то госпитализаций, без каких-то осложнений, но болезнь давалась всем непросто, и та закономерность, что молодые и здоровые болеют легче, она у нас как раз наблюдалась. Дети болели совсем легко, даже в каких-то ситуациях бессимптомно, а те, кто постарше, конечно, немножко больше пережили и волнений, и каких-то симптоматики. Вот. Но давайте обо всем по порядку. Итак, моя супруга в один прекрасный день после своего как раз дня рождения в июне почувствовал легкое недомогание, слабость, озноб, такое покалывание под кожей, боль в глазах, то есть такие характерные симптомы обычного ОРВИ. Мы в нашей семье достаточно часто болеем ОРВИ, потому что наши дети посещают детский сад, сейчас посещают школу, и ОРВИ, и всякие вирусы, ротавирус у нас случаются, буквально, наверное, каждый месяц. Вот. И поэтому, посчитали, что, может быть, это ротавирус, может быть, что-то в таком духе, каких-то особых опасений не было. Вот, она ничего в этот вечер не принимала, но на следующий день температура у нее снова поднялась до 37,1 и 37,3, вот такие невысокие, в принципе, значения. Но при этом ее самочувствие было очень даже неважным, она ощущала дикую слабость, она вставала, пыталась что-то делать, ходить, но у нее буквально все валилось из рук, и было такое непреодолимое желание как-то прилечь, полежать и отдохнуть, при том, что температура вот как раз-таки не очень высокая. Вот. И мы бы, наверное, так бы и не догадались, что это ковид, но тут я ей предложил проверить обоняние, принес ей там укроп, чеснок, какие-то духи и просто дал ей понюхать это все. И к своему ужасу и удивлению она как раз обнаружила, что вот никакого запаха она не ощущает, она не может отличить укроп от чеснока, не чувствует просто вообще ничего. И, конечно, в этот момент уже лично у меня сомнений в том, что у нее COVID-19 просто не было. Мы в спешном порядке начали собираться домой, и на следующий день вернулись к себе домой и уже начали вызывать врачей, обращаться за помощью. Вот. Существует горячая линия по коронавирусу. Естественно, пойти в больницу, в поликлинику с такими симптомами уже нельзя, поэтому мы вызвали врача. В принципе, в тот же день к нам приехали, и у нее взяли тесты на коронавирус. Вот. И этот тест был готов через 3 дня, и как раз уже ей позвонили и сказали: да, у вас положительный тест, у вас коронавирус, в связи с чем, конечно, нас всех посадили на карантин. Но мы уже с того момента, как она заболела, естественно, уже никуда не ходили, потому что я лично понимал, что это 99% это COVID-19. И оставалось ждать только, как и когда эта болезнь проявится у других членов нашей семьи. Вот. Младший наш ребенок, которому 3 года, отреагировал кратковременным повышением температуры, то есть под вечер, как раз когда мама болела, у него тоже поднялась температура. болела голова, но вот буквально один вечер он переболел, и на следующий день, в принципе, играл нормально.
и никаких симптомов у него не было. Старшие дети, которым, вот, соответственно, 6 и 9 лет, вообще никак не отреагировали на эту болезнь, но у них тесты на COVID-19 были положительными, их брали 3 раза у них, и, в общем, первые тесты были положительными, потом уже спустя время они были отрицательными, но симптоматика у них отсутствовала полностью. И, в общем-то, я ждал тот момент, когда я сам лично заболею. Ждать мне пришлось недолго. Буквально на 4-й день после того, как заболела моя жена, у меня тоже появились симптомы ОРВИ. У меня начался под вечер озноб, заболела голова, начала подниматься температура. Я померил температуру, она была тоже невысокая, 37,1, но я уже тоже, в общем-то, не сомневался, что у меня COVID-19, потому что при таком тесном контакте с больными, соответственно, избежать заражения было практически невозможно. Но был один человек, который каким-то чудесным образом все-таки избежал у нас этой болезни. Это мой отец, наш дедушка, которому на данный момент 83 года, и, конечно, для него COVID-19 мог бы быть просто фатальным явлением, и мы за него очень переживали, но каким-то чудом, я не знаю, он вообще не заболел. У него брали тесты, и тесты у него были исключительно отрицательные. Никаких симптомов у него не было. Что ему помогло? То есть принятие, может быть, каких-то лекарств, которые он постоянно принимает. Я не знаю, какие-то советские прививки или какой-то дикий иммунитет в свои 83 года. Но то есть человека вот эта болезнь просто обошла стороной. Это было чудом, и это было для него, наверное, спасением. Все остальные, вот у нас, значит, 5 человек в семье, и вот 6 человек еще в семье вот у бабушки нашей, все заболели. Вот, ну, я на следующий день, вот второй день у меня был тоже самый тяжелый, температура колебалась от 37,1 до 37,5, вот почему-то все время такие наблюдались колебания, но при этом дикая слабость, все время хочется прилечь, какое-то полное отсутствие сил, как будто всю энергию из тебя выкачали. И какие еще симптомы вот, первичные? У меня сразу поразило горло, то есть такой как фарингит, такая как бы заложенность какая-то в носоглотке, но и небольшая заложенность носа, вот именно заложенность, но не насморк, то есть какого-то излияния таких не было, а вот именно такая заложенность, при этом запах у меня сохранялся, обоняние у меня сохранялось, и пропало обоняние у меня, по-моему, на 5-й день после начала болезни. То есть, видите, у всех это происходит по-разному. У супруги пропало обоняние сразу на 2-й день, у меня на 5-й. Вот. Потом начали нам сообщать уже, что наши родственники начали болеть, у них тоже там было по-разному. У кого-то была температура 38,5, вот те, кто постарше, там бабушка с дедушкой, но они болели так дня 3, 4, 5, вот у них держалась температура, и они очень боялись там насчет пневмонии. Вот. Но, к счастью, обошлось, да, просто иначе не скажешь. То есть в чем заключается эта болезнь? Она начинается вот так вроде бы потихонечку, не очень остро, но она в тебя вселяется, начинает тебя изнутри немножко, так сказать, уничтожать. Вот, я заметил, у меня вот, поразило сначала горло, потом эта вот инфекция вирусная начала спускаться у меня ниже и дошла у меня где-то вот до этого уровня, то есть где-то до уровня трахеита. Вот, у меня был такой небольшой кашель, и значит, который проявлялся таким, отхождением мокроты, вот, особенно по утрам. И вот, видимо, у меня лично вот эта инфекция где-то на уровне этого верхних вот этих дыхательных путей, вот этой трахеи, она где-то у меня остановилась. Дальше, видимо, не пошла, потому что уже на 3-й день у меня не было температуры, и в дальнейшем температуры у меня не было. Хотя все 12, где-то примерно 14 дней я чувствовал себя достаточно неважно. Температура уже была так 36,7, 36,9, но при этом вот какие-то колебания, приступы какой-то слабости, какие-то температурный такой дисбаланс, ты чувствуешь, что тебя бросает то в жар, то в холод,
В общем, погода стояла теплая, а я где-то в какие-то моменты замерзал, и вот чувствовал, что мне как-то холодно, при этом температуры у меня не было. Вот такие вещи происходили. Я чувствовал приступы какой-то дичайшей слабости в совокупности с какой-то психологической такой апатией. Просто мне как бы прямо вот жить не хотелось в какие-то моменты. Потом это проходило прямо в течение дня, но конечно, вот такая еще симптоматика присутствовала. И, конечно, сложность этой болезни в том, что мы все ее, конечно, действительно боимся. Болезни, мы все напуганы, страшно. И вот эти все картинки, когда люди там умирают, легкие у них разлагаются, они задыхаются. И вот когда у тебя уже это началось, ты этого, вольно или невольно, ты этого боишься, этого ждешь. И, конечно, это проявляется, допустим, там, трехкратным измерением температуры, то есть приходится действительно отслеживать свою симптоматику, а вдруг там сейчас начнется кашель, а вдруг что-то я сейчас начну задыхаться, и, конечно, на такой нервной почве ты можешь действительно начать задыхаться. Допустим, у меня жена на 8-й день, у нее был легкий кашель, и она говорит, у меня этот кашель усиливается, и она испугалась, и мы срочно, она поехала на КТ, и проверила легкие, и только когда ей сказали, что легкие у нее чистые, вот тогда она психологически уже окончательно успокоилась, и действительно у нее кашель через какое-то время пропал, и все было хорошо. Вот. Поэтому, конечно, вот первые где-то неделю очень психологически очень тяжело, потому что ты ждешь, а вдруг у тебя сейчас вот это вот самое страшное, это, конечно, это пневмония, одышка, вот эти все поражения легких, вот, и ты этого ждешь и боишься, и это контролируешь, и это очень неприятно. Но в то же время я как бы шел по стопам своей супруги и понимал, что, у меня все развивается похожим образом, ничего страшного, в общем-то, со мной не случится, сейчас пройдет время, и все это у меня закончится. И действительно, вот где-то спустя 2 недели я почувствовал, что болезнь у меня закончилась, то есть какие-то начали возвращаться у меня силы, вот эта вот вся симптоматика полностью ушла, и у меня уже как раз подтвердились отрицательные тесты. Вот, и, в общем-то, моя история болезни на этом закончилась. То есть где-то 2 недели вот я чувствовал себя неважно, и где-то еще недельку я, так скажем, восстанавливался после этой ситуации. А потом в дальнейшем, в принципе, все у меня развивается нормально, и никаких вот последствий никто вот из переболевших в нашей семье не замечает. Какие методы лечения мы применяли в своей семье, я как бы не имею права давать вам советы, просто расскажу, чем лечились мы и что нам помогло. У меня уже была определенная информация на тот момент, чем и как это лечится. У меня есть родственники в медицине, и постоянно мы как-то все-таки эту тему изучали. И я, принимал решение сам, потому что, честно сказать, медицинской помощи нам практически не было оказано. Я с большим уважением отношусь к тем врачам, которые сейчас вкалывают, не покладая рук, и рискуют своим здоровьем, своей жизнью. Это, конечно, им огромное спасибо и низкий поклон, но в целом, как бы, медицина у нас, сами знаете, в каком состоянии, тем более в таких отдаленных от Москвы регионах, вылечить даже какую-то несложную болезнь бывает крайне трудно, что уж говорить тут о COVID-19, но в принципе все закономерно. То есть как сработала медицина в нашем случае, просто для сведения. Вот к супруге, допустим, врач, который назначает лечение, приехал только на 8-й день после начала ее болезни, на тот момент, когда она уже успела сделать КТ, уже у нее состояние, в принципе, было нормальным. Вот, КТ мы сделали по собственной инициативе, просто через знакомых в платном медицинском центре, поэтому, в принципе, нам уже помощь-то, по сути дела, не нужна. Но вот врач приезжает только на 8-й день и привозит нам, 2 пачки орбидола, грипферон и противомалярийный препарат гидроксихлорохин.
Вот. Причем это она все под расписку выдает, значит, человеку, который, в общем-то, уже по сути дела ничем не болеет, и говорит, вот пей все, и орбидол, и грипферон, и вот этот гидроксихлорохин, страшный противомалярийный препарат. Но, к счастью, опять же, есть вот с кем посоветоваться. Я посоветовался, говорит, ну, вы, если вот вы умные люди, просто выбрасывайте это все или оставляйте, и ничего из этого, конечно, мы не пили. Та же ситуация со мной, то есть ко мне врач приезжает спустя неделю, я уже чувствую себя нормально, мне выдают тот же самый состав таблеток, и ладно бы они выдавали просто, ну, потому что надо выдавать, так ведь говорят же, что надо же это все принимать, там какую-то схему гидроксихлорохина человеку, который, в принципе, болеет в легкой форме, уже, в общем, по сути, переболел, вот зачем этот гидроксихлорохин, я не понимаю, то есть, ну, вот какая-то такая медицинская помощь, к счастью, нам удалось от нее, скажем так, отказаться, и она нам, по сути дела, не понадобилась. Ну, какие еще были проблемы? Проблемы с тестами. Допустим, супруга у меня официально работает, и у нее вот эти тесты положительные, потом, которые еще надо, 2 отрицательных, ей сделали, в общем-то, вовремя. Где-то на 11, на 14 день и на 15 день она спокойно вышла на работу. Вот, потому что человек как бы все-таки на больничном, держать ее невыгодно. А я, например, вот у меня нет официальной работы, и поэтому обо мне вообще никто не беспокоился. Ко мне в те дни, когда нужно было приехать, ко мне просто никто не приехал. Я вынужден был напоминать, звать их. Потом, значит, ко мне приехали, мои тесты где-то потеряли, вот, отрицательные. В итоге я просидел 3 с лишним недели на карантине. И, ну, мне сказали, ну, что хотите, вас много, а нас мало, мы не справляемся, ну, ладно, как бы сижу и сижу, хотя, вот, ну, если бы, как бы, для меня это какие-то экономические потери, это потери в том, что я не могу, в общем-то, жить, передвигаться в тот момент уже, когда не болею, потому что формально я вот нахожусь на карантине, ну, то есть как-то так вот. Роспотребнадзор у нас находится в другом городе, и вот они мне прислали как-то уведомление, распоряжение, постановление это называется, вот, о том, что я на карантине, причем в этом постановлении перепутали и мое имя, отчество, то есть все носит какой-то формальный характер, и на самом деле, друзья, могу сказать, что вот тот масочный режим и те вот ограничения, которые сейчас мы все не любим, воспринимаем в штыки, я вот считаю, на самом деле они нужны. Именно почему? Потому что вот за теми больными, которые сейчас вот болеют в массовом порядке, за ними никто не наблюдает, они в принципе могут спокойно ходить в магазины, в аптеки, ездить в общественном транспорте. Единственное как бы ограничение для них – это их собственная совесть. Вот если человек понимает, что вот он сейчас вот он может заразить, я вот умру там и никуда не пойду. Он, да, но как бы не все такие ответственные, поэтому больных среди нас, причем человек себя чувствует достаточно нормально, он вот больной, да, как ковидом, и он может спокойно перемещаться где угодно. Поэтому, конечно, маски, я считаю, они абсолютно в местах скопления, они не лишние, и пренебрегать ими не нужно. Я, несмотря на то, что я переболел, я сейчас всегда ношу маску там, где это положено, и, в общем-то, как бы считаю, что это нормально. Но вот система здравоохранения вот сработала каким-то вот таким образом, не знаю, но тем, кому там действительно было плохо, знакомых там вызывали, конечно, скорую, их спасают, и это, конечно, за это огромное спасибо врачам, но в целом система работает как-то так. И не думайте, что к вам сейчас приедут какие-то волонтеры, что вам будут поставлять лекарства, что вам сейчас привезут продукты, никто вам ничего не привезет. Все это должны вы делать сами, через своих родственников, через своих знакомых. Естественно, никому этого делать не хочется. Никто не хочет с больными людьми вообще иметь дело. Вот. Но, к счастью, да, мы нашли таких людей, которые нам помогали. Вот. В целом это достаточно проблематично. Никаких волонтеров вот в таких мелких городах вы не найдете. И во всем надо выкручиваться самостоятельно. Причем, что у вас висит угроза вот этого карантина, висит угроза там колоссальных штрафов, но при этом вы как бы вот умирать с голоду. Никто вам по сути ничего не принесет. И, конечно,
удивило просто отношение людей. Естественно, мы живем в сельской местности, и когда к нам уже начали приезжать врачи вот в этих белых костюмах космонавтов, да уже даже до того, как появились, как нам сказала одна знакомая, то, что вы болеете, все село узнало еще до того, как вы об этом узнали. Вот, то есть информация разглашается, конечно, сразу, и было неприятно, когда люди просто шарахаться от тебя после того, как ты уже заболел, шарахались, как мне говорили, от тех людей, с которыми я потенциально там общаюсь и дружу, в общем. Отношение такое, знаете, вот как от чумы какой-то от тебя бросаются, вместо того, чтобы, может быть, вот помочь людям, нет ничего, то есть люди вот только не я, только бы не заразиться. Вот это такое, но это такое состояние, в принципе, объясняется вот тем нагнетанием этого испуга, той психологической вот этой паникой, которая создается в обществе. Я думаю, что создается это зря. Это никогда не помогает ни в лечении болезни, ни в каких-то профилактике. В общем, я думаю, что болезнь надо понимать, что она существует, это реальная угроза. Болезнь достаточно неприятная, но она, в принципе, не самая, скажем, тяжелая из всех болезней. Пережить ее вполне можно, и чем проще к этому относиться, тем легче и быстрее вы будете выздоравливать. Вот, потому что вот лично мой стресс, он был достаточно сильный, и только сейчас я понимаю, что это все было напрасно, потому что, в принципе, прошло все в легкой форме. Итак, вот, возвращаясь к лечению, я, в принципе, не принимал ничего, никаких противовирусных препаратов. Иногда говорят, что нужно принимать антибиотики чуть ли не с первого дня, азитромицин, левофлоксацин. Я не применял антибиотики. Вот. Единственное, что я сделал, я сразу начал пить большое количество воды, просто загонял в себя воду там литрами. Вот. Купил себе витамин С в большой дозировке, пил несколько таблеток вот этой большой дозы витамина С. И с первых дней я начал пить амброксол от кашля и корень солодки. Вот чередовал там амброксол, корень солодки, потому что для меня это было важно, потому что практически сразу у меня начался трахеит, и вот эта мокрота как раз благодаря вот этим отхаркивающим средствам у меня выходила, и это, может быть, спасло меня от дальнейшей пневмонии, а может быть и нет, но это все, что я применял. Вот, КТ я не делал, супруга у меня КТ сделала, у нее оказалось все хорошо, но поскольку у меня не было кашля, я счел не нужно делать это КТ, и в принципе с третьего дня болезни я старался по возможности больше двигаться, не залеживаться, что-то делать физические упражнения. Вот, и в общем-то все прошло нормально. Так что мой вам совет, если уже вы заболели, ничего не бойтесь, следите за своим состоянием здоровья, особенно надо следить за температурой, за кашлем, и если у вас все развивается нормально, то все это пройдет, в общем-то, само собой. Конечно, в каких-то случаях тяжелых тут уже надо срочно обращаться за помощью. Вот, ничего не бойтесь, болезнь тут пережить вполне можно. Вот, и все мы ее переживем, и дай бог, что вся эта история ковидная все-таки закончится, потому что вот это напряжение в обществе, напряжение в общественных местах, вот эта парализация общественной жизни, она, конечно, сказывается на нашей деятельности, на нашей работе, на нашем настроении, и поэтому, конечно, все это тяжело, но это нужно пережить. Поэтому я желаю вам здоровья и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч!